Хочу рассказать вам одну историю. В начале 2000-х годов я руководил масштабным исследованием для компании Microsoft о влиянии информационных технологий на экономические показатели компаний. За полгода исследования мы провели интервью с сотней руководителей, собрали информацию по всем ключевым отраслям экономики и даже разработали собственный индекс проникновения IT-технологий в компаниях. Мы были довольны результатами и масштабом проделанной работы, но до того, как передать результаты заказчику, я решил посоветоваться со своим хорошим другом, шведским профессором, мнение которого очень ценил. Профессор спросил меня лишь одну вещь: каким выводом вы пришли? Наше исследование показало, что чем выше уровень проникновения информационных технологий в компании, тем больше экономический эффект. Все наши респонденты говорят о необходимости управления внедрением информационных технологий и что это стратегическая задача для любой компании, независимо от отрасли. Хорошо. И что ты рекомендуешь компаниям делать? У компании должна быть стратегия внедрения информационных технологий. Так, давай проверим, является ли эта рекомендация ценной для твоих клиентов. Меня такая постановка вопроса, конечно, удивила, но профессор продолжил. В научном методе есть простой тест на проверку гипотез, который называется тест на банальность. Он отлично подходит для проверки любой рекомендации консультанта или решения менеджера. Все, что нужно сделать, это поставить частичку «не» перед гипотезой, решением или рекомендацией. И если ты действительно создал что-то ценное, эта альтернатива с частицей «не» тоже должна быть возможна. Разберем на примере. Представь, что я твой терапевт и говорю тебе, для того, чтобы жить, нужно дышать. Это ценная рекомендация или нет? Проведем тест на банальность. Добавим частицу «не». Чтобы жить, не нужно дышать. Эта рекомендация не имеет ценности. Разберем еще один пример. Ты должен пить воду, и ты не должен пить воду. Тоже пустышка, тоже не имеет никакой ценности. Но ты должен пить воду перед операцией, и ты не должен пить воду перед операцией. Эта рекомендация проходит тест на банальность. И эта рекомендация ценна для пациента. Только рекомендации и решения, прошедшие тест на банальность, помогут сотруднику, руководителю, да и всей компании определить направление и сделать правильный выбор. Рекомендации, не прошедшие тест на банальность, не стоят внимания и не стоят ваших денег. А теперь проверим на банальность твою рекомендацию компаниям. У компании должна быть стратегия внедрения информационных технологий, у компании не должно быть стратегии внедрения информационных технологий. Ответ очевиден. Вас ждет еще много работы. И мы вернулись к нашему полевому исследованию и разработали ряд новых рекомендаций компаниям. Эта история, произошедшая почти 20 лет назад, стала поворотным моментом в моей карьере. А тест на банальность стал той лакмусовой бумажкой для всех моих решений и рекомендаций. Слишком часто мы слышим от наших компаний: мы должны стать клиент-центричной организацией, нам нужны вовлеченные сотрудники, нам нужна цифровая трансформация бизнеса и так далее и тому подобное. Все эти решения не пройдут тест на банальность. Мы в Сколково учим наших студентов искать неочевидные решения и таких банальностей избегать.